time together in the book of Mark with a quick word of prayer. Давайте мы с вами начнем тоже с молитвой. Father, we thank you for this time to gather and to open your word. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам даешь это время открывать Твое Слово, размышлять над ним. We just pray that you will speak through your word into our lives and into our hearts. Мы просим Тебя, Господь, говори через Твое Слово в нашу жизнь. Help us to apply it, Lord. Help us to be changed and transformed, Father, by your word. Помоги нам, Господь, принять его, измениться и принести его в свою жизнь. We just pray these things in your precious Son's name. Amen. Мы молимся во имя Твоего драгоценного Сына. Аминь. I'm going to take your seats, and we're in the book of Mark this morning, chapter 14. Давайте, пожалуйста, займем места свои. И мы с вами сегодня продолжаем изучать Евангелие от Марка. Our passage is chapter 14, verses 26 through 52. Наша глава 14 и стихи с 26 по 52. Last week we spent some time with Jesus and the disciples in this upper room. На прошлой неделе мы провели с вами некоторое время вместе с Иисусом и учениками в горнице. They celebrated the Passover feast together. Они отмечали вместе праздник Пасхи. And remember, during this time, Jesus also announced to the 12 that he would be betrayed. И в это время Иисус снова сказал 12, что скоро он будет предан. In fact, he told them he would be betrayed by one of them that was sitting at the table with him that night. И фактически он сказал им, что его предаст один из тех, кто сидел с ним за столом в ту ночь. And during that evening, during the Passover meal, Jesus instituted what we call the Lord's Supper. Там же во время пасхальной трапезы Иисус учредил вечерю Господню. He gave new meaning to the bread and to the wine of that meal. Он дал новое значение хлебу и вину пасхальной трапезе. He instituted one of the central sacraments of Christianity. И учредил одну из центральных таинств христианства. Now, traditionally, at the end of the Passover meal, the people that participated would sing what's called the Hallel Psalms, which are Psalms 112 through 117. Традиционно в конце пасхальной трапезы участники поют псалмы, так называемые аллель, из псалмов 112-117 нашей современной Библии. And it would have been customary for one person, who probably would have been Jesus in this case, to sing the text, and the others would respond with Hallelujah. Обычно один человек, в данном случае, вероятно, это был Иисус, один человек пел текст, а другие отвечали «Аллилуйя» в каждой половине стиха. And this brings us up to today's passage, where Jesus and the disciples would have concluded their celebration with singing together. И таким вот образом, вместе распевая псалмы, мы видели, что Иисус и ученики закончили трапезу. Let's look at our text today, beginning with verse 26, and we'll read through verse 31. Давайте обратимся к нашему сегодняшнему тексту, начиная с 26 и пока по 31 мы почитаем. And there should be some verses. «И воспев, пошли на гору Илионскую. И говорит им Иисус: вы все соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы. В воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему: если все соблазнятся, но не я. Говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он с еще большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. There's a couple of things I guess we can look at in this just a short passage, a short paragraph. В этом коротком отрывке нужно отметить два момента. First, notice how clearly Jesus knows what's going to happen to him. Во-первых, этот отрывок очень ясно показывает, что Иисус знал все, что с ним сейчас произойдет. Jesus fully understands the divine program. He knows the plan. Иисус полностью понимает божественную программу. Он ее предвосхищает и готовится к ней. Yeah, he's making arrangements, right? He's gone before. He's set things in place that are supposed to happen that he knows from the old covenant. Он знает, что он пришел отдать свою жизнь. Он знает, что все это уже было написано в Ветхом Завете. Right? Jesus knew what was going to happen because he knew the scriptures. А Иисус хорошо знал Писание. Right? He knew the Old Testament thoroughly, and he knew what the divinely appointed plan was. Он хорошо знал Ветхий Завет, он понимал, какой был
назначенный Богом план. He understood what the prophets had said about him. Он понимал, что говорили о нем пророки. He understood that the prophets said that the Messiah would suffer and die. Он знал, что Священное Писание учит, что Мессия пострадает и умрет. Right? Even the hymn that they sung at the end of the Passover meal points towards this. Даже тот гимн, тот аллель, который Иисус ученики пели, выходя из горницы, был частью Ветхого Завета и указывал именно на это. We see in Psalms chapter 117, verse 27, that it says, "Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar." В Псалме 117, 27 стихе есть такие слова: «Привяжите праздничную жертву веревками, ведите к рогам жертвенника». So as they end this song that concludes with this theme of sacrifice, they head out and they head down across the Kidron Valley and towards the Garden of Gethsemane. Поэтому, когда они допели вот эти слова, указывающие на настоящее жертвоприношение, они вышли из горницы и направились через Кидронскую долину к Гефсиманскому саду. And as they're going, Jesus quotes to them from the prophet Zechariah. He says, "You will fall away, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered." И пока они шли, Иисус цитировал пророчество Захарии. Right? Jesus knew that Zechariah was looking forward to this time that was coming in the Garden of Gethsemane. Он сказал им: «Вы все отпадете, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы». Иисус знал, что произойдет в Гефсиманском саду. Now Jesus changed the original from the imperative to the indicative, and he says, "I will strike the shepherd." So God himself says, "I will strike the shepherd." У Захарии, когда Захария пишет «порази пастыря и рассеются овцы», да, используем говорительное наклонение, и Иисус изменяет его на изъявительное: «Я поражу пастыря». То есть получается, что эти слова исходят из уст самого Бога. And so the result of that striking of the shepherd will be the scattering of all the sheep. И результатом этого удара будет рассеяние овец. Right, we can see that that's true. We'll look forward to verse number 15 in chapter 14. It says, "And they all forsook him and fled." И мы знаем, что именно так и случится. Случится, что все оставят его и убегут. Это мы читаем в 50 стихе: «Оставив его, все бежали». Right. This is the scattering of the sheep. Вот это рассеяние овец. Jesus understood what was going to happen that night in the Garden of Gethsemane. Иисус понимал, что должно было случиться той ночью в Гефсиманском саду. And it's interesting to think that Jesus never talked about his death without also talking about his resurrection. Интересно, Иисус ни разу не говорил ученикам о своей смерти, не упомянув также и о своем воскресении. But they never seemed to grasp it. Но кажется, что они никогда этого не понимали. Right? Now, one of them understood that Jesus was going to be raised from the dead. Никто из них не понимал, что Иисус воскреснет из мертвых. And that's probably because they didn't want to hear about his death. И, скорее всего, это было потому, что они просто не хотели слышать о его смерти. The death of the Messiah was an unthinkable thing to them. Смерть Мессии была немыслимой. Right? The Messiah is supposed to make Israel great again. He's not supposed to die. Мессия должен был снова сделать Израиль великим, а не умереть. And so when Jesus spoke about his death, he just tuned it out. The disciples just tuned him out. Поэтому, когда Иисус начинал говорить о своей смерти, они просто отключались. Right? They stopped listening. Они переставали его слушать. They didn't grasp his death, and so of course they didn't grasp his concept of his resurrection. И поскольку они не могли понять, зачем нужна его смерть, поэтому они, конечно, не понимали, зачем нужно будет воскресение. And so, even though Jesus tried to comfort them, his words fell on deaf ears. И поэтому, хотя здесь Иисус пытается их утешить, но они его не слышат. Right? In verse number 28, he's comforting the disciples that after the dark day of his death on Calvary, there will be glory, the glory of the resurrection. В 28 стихе Иисус заверяет своих учеников, что после темного дня его смерти на Голгофе наступит слава воскресения. Jesus is saying, "Don't worry, I'll be with you again." Иисус говорит: «Не беспокойтесь, я снова буду с вами». Jesus says, "I'm going to go before you, just like your shepherd. I'm going to protect you and be with you. I'm going to be watching over you all the way into Galilee." Иисус говорит: «Я снова пойду перед вами, как пастырь, я буду охранять свое стадо,
я буду следить за вами, наблюдать за вами, и я снова встречусь с вами в Галилее. Another interesting part of this paragraph is the kind of misplaced self-confidence that Peter has, and really all the disciples. Второе, что следует отметить в этом отрывке, это неуместная самоуверенность Петра и всех остальных учеников. Peter says to Jesus, he says, even though they all fall away, I will not. Петр говорит Иисусу, даже если все они отпадут, я не отрекусь. Right? Notice the contrast between the them and the I for Peter, right? It's those guys that are going to fall away, not me. Обратите внимание на контраст между они и я. То есть они, вероятно, все будут от тебя отрекаться, но я не буду. Peter doesn't hesitate to point out the fact that the rest of those guys are weak. They're going to run away, but I'm not. I'm strong. I'm brave. То есть Петр совершенно не сомневается в том, что они все остальные слабые, что они, конечно, отрекутся от Иисуса, но сам-то он смел весьма и ни за что не отречется. But of course, Jesus sees things more clearly than Peter. Jesus knows Peter better than Peter knows himself. Но, конечно, Иисус видел гораздо яснее Петра. Он знал Петра лучше, чем Петр знал самого себя. He knows that Peter's confidence is resting upon Peter's own human determination, his own will. And Jesus knew that Peter would abandon him. Он знал, что уверенность Петра основывается на его человеческой решимости, на его собственной воле. И Иисус знал, что Петр тоже оставит его. Right, and so Jesus says to Peter, he says, "Truly I say to you, this very night before the cock crows twice, you will deny me 3 times." Поэтому он говорит ему, истинно говорю тебе, в эту самую ночь, прежде чем петух пропоет дважды, ты трижды отречешься от меня. Right, Jesus says, "Sorry, Peter, you're wrong. You're going to abandon me too." Иисус говорит, прости, Петр, ты ошибаешься, ты тоже меня оставишь. In fact, in just a few hours, you will deny me, right? Фактически, всего через несколько часов твоя решимость испарится, и ты от меня отречешься. And of course, Peter, being Peter, he's pretty brash, and so he tells Jesus that Jesus is wrong. Ну, Петр, он такой Петр. Он упорно продолжает твердить Иисусу, что тот не прав. He says, even if I have to die, I'll never deny you. Он горячо ему утверждает, даже если я должен умереть с тобой, я не откажусь от тебя. Peter says, I'm willing to go the whole way. Петр говорит, я пройду с тобой весь путь. I'm willing to give up my life for you. How can you say that I will deny you? Я готов отдать за тебя свою жизнь. Как ты можешь говорить, что я отрекусь от тебя? And so finally, in verse 32, they arrive at the Garden of Gethsemane. Let's look at verses 32 through 36. Итак, идем дальше. 32-36 стихи. Приходят они в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. Взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, ежели возможно, миновал его час сей. Говорил, Авва, Отче, все возможно тебе, принеси чашу сию мимо меня, но ничего не хочу, а чего ты. And so here I think we get a brief glimpse into the humanity of Jesus. Здесь, как мне кажется, мы получаем такое краткое представление о человеческой стороне Иисуса. So oftentimes when we think about Jesus, we fall into this error of only thinking about the supernatural side of Jesus. Так часто, когда мы думаем об Иисусе, мы думаем только о сверхъестественной его стороне. We think, oh, he's the Son of God. Он Сын Бога. He's God incarnate. Он воплощенный Бог. But we seem to lose sight of the fact that Jesus was not only truly God, he's also truly man. И иногда мы упускаем из виду тот факт, что Иисус был не только истинным Богом, но и истинным человеком. Jesus walked the earth just like you and me. Иисус ходил по этой земле точно так же, как мы с вами. He got hungry just like you and me. Он был голодным точно так же, как мы с вами. He suffered just like you and me. Он страдал так же, как и мы с вами. He was tempted like you and me. Он был искушаем так же, как и мы с вами. There's only one big difference. Только есть одно отличие. Jesus didn't sin. Иисус не грешил. He perfectly followed God's law and he perfectly followed God's will.
Он безупречно следовал закону Бога и безупречно исполнял волю Божью. Let's look at Hebrews chapter 4, verse number 15. В Евреям 4 глава 15 стих мы читаем: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Jesus is able to empathize. He's able to understand us. Иисус может нас понять, Он может нам сочувствовать. And I think for the first time kind of in this story we see this tension of this separation between Jesus and the Father. Но здесь, в этом моменте, как бы впервые мы видим и получаем такое впечатление разделения между Иисусом и Отцом. And then Jesus is forced to say here, he says, not my will, but thy will. И это разделение проявляется, когда Иисус говорит: да будет не моя воля, но твоя. What's interesting, you know, Jesus has always known that it's his mission and it's his purpose to go to the cross. Мы знаем, что Иисус всегда знал свою миссию, Он всегда знал, что идет на крест. But this is the first time that we see that he's probably not too excited about it. И вот здесь мы первый раз видим, что, возможно, его, в общем-то, это не очень радовало. Right? He spoke about it and he understood it and what it would involve. But up to this point, there wasn't any real indication that he was in any way kind of reluctant to go there. Он говорил о своей смерти на кресте, он понимал, что это будет означать. Но вот до этого момента не было никаких признаков того, что он почему-то не хотел отправляться на крест. In John 8:29 he says, I delight always to do those things that please the Father. Как в Иоанна 8:29 мы читаем его слова: «Я всегда делаю то, что ему угодно», то есть что угодно Отцу. Right, so Jesus, even though this involved some difficulty and some hardship for him, he still wanted to go to the cross. He wanted to fulfill the Father's will. То есть, несмотря на то, что крест сулил сложности и трудности, Иисус все равно хотел отправиться на крест. And he knew it would be hard, and he knew it would be dangerous, and he knew it would be difficult, right? But he was willing to do it. Он знал, что это будет тяжело, опасно, сложно, даже смертельно, но он все равно был готов это сделать. Right, but now Jesus has arrived at the crisis point. Но сейчас у него такая критическая точка. Right, the hour has come for his arrest. Пришел час его ареста. Right, and suddenly, for the very first time, Jesus, kind of in his humanness, he doesn't really want to do what the Father wants him to do. И внезапно кажется, что впервые Иисус в своем человеческом облике не хочет делать то, что Отец хочет от него. There's this kind of feeling of a little bit of distance, maybe, or of deviation, some struggle going on. Есть какое-то такое чувство дистанцирования, есть какое-то чувство отклонения, чувствуется, что происходит борьба. Like there's this deep sense, really, of struggle and of internal turmoil and distress in Jesus. Глубокое такое чувство борьбы, внутреннего смятения и даже горя. Right, the disciples sense it. Ученики это чувствуют. And in fact, Jesus doesn't try to hide it. He says to them, "My soul is deeply sorrowful within me, even to the point of death." И Иисус даже не пытается от них это скрыть. Он прямо говорит: душа моя скорбит смертельно. Now, very few of us have ever been in a place in life where we were troubled and so hurting within that we fear we might die, right? Думаю, что очень немногие из нас когда-либо бывали в такой жизненной ситуации, где мы были бы на грани жизни и смерти. But Jesus came to this place that night in Gethsemane. Но Иисус был именно в такой ситуации в ту ночь в Гефсиманском саду. And so when you come to a point in your life, if you come to that point where you're in deep distress, you can know that Jesus knows exactly how you felt. He's been there. И если вам случится быть на грани жизни и смерти и переживать глубокие страдания, то знайте, что Иисус точно знает, что вы чувствуете. Back in Hebrews tells us we have a high priest who can empathize with us. He knows what it's like to feel like this. Он тот первосвященник, как написано в послании к евреям, он тот первосвященник, который может сострадать нам, потому что он сам все испытал. And so there's kind of a little bit of struggle and tension at this point, even though Jesus knows what has to happen and he knows it's inevitable. His human side is still warring with him. И вот сейчас, когда он переживает эту бурю чувств, и он знает, что неизбежное перед ним предстоит, он молится.
He even prays, he said, if it's possible, let this cup pass from me. Даже в молитве мы видим вот это вот небольшое отдаление. Отче, если возможно, пусть минует меня чаша сия. And I know there are some Christians who are troubled by the idea that Jesus ever had a time when when he thought about not doing God's will, right? Я знаю, что есть некоторые христиане, которых очень беспокоит вот эта мысль, да, что был такой момент, когда Иисус не хотел исполнять волю Отца. People get upset even if you just suggest the idea. И даже если допустить такую возможность, такие люди начинают очень расстраиваться. But not me, it gives me comfort. Но вот меня этот факт совершенно не расстраивает, меня этот факт утешает. Jesus isn't some superhero who swoops down and rescues people out of their bad life situations. Потому что это еще раз показывает, что Иисус не был каким-то супергероем, который бросается и спасает людей из их ужасных жизненных ситуаций. Jesus isn't a God who's detached from the reality of the human condition. Иисус не есть Бог, оторванный от реальности человеческого существования. Jesus is a God who comes and walks beside us through life. Нет, Иисус идет рядом с нами. He understands our weakness and our needs and our temptations because he's been there himself. Он понимает наши слабости, наши потребности, наши искушения, потому что Он сам все это испытывал. Right? So he doesn't come and rescue us out of our difficulties all the time. Instead, he puts his arm around us and he walks us through the difficult times in life. Не всегда Он избавляет нас от жизненных трудностей, но Он всегда рядом с нами. Он обнимает нас и проходит вместе с нами через любую трудную ситуацию. Right? So I think there is something in this human part of Jesus that doesn't want to do the Father's will. Я думаю, что было что-то в человеческой части Иисуса, что на самом деле не хотело исполнять волю Отца. Right? He's faced with the reality of the cross and everything that means, and he's feeling overwhelmed. Он столкнулся с реальностью Христа, со всем, что это может значить для него. И сейчас он просто переполнен. And so what does he do? He prays, he cries out to his Father. Переполнен чувствами. Он плачет, он молится Отцу. He says, if it's possible, take this cup from me. Isn't there any other way? И все-таки просит, может, заберешь у меня эту чашу, может, есть другой способ, другой выход. And in this moment, Jesus is struggling to submit his will to the will of the Father. И в этот момент Иисус изо всех сил пытается подчинить свою волю воле Отца. And as we know, he ultimately does obey. И, как мы знаем, в конечном итоге он выбрал подчиниться воле Отца. But the story kind of loses its depth of meaning if there's not any true his true division or conflict within Jesus at this time. Но эта история потеряет свой глубокий смысл, если убрать это чувство разделения и конфликта. Jesus is putting in opposition. He says, my will and thy will. There are two wills here. Если мы не прочувствуем правильно вот эту фразу, не моя воля, но твоя. Let's not forget, Jesus, in some sense, he is truly a man. This is a horrible thing that's going to happen. He doesn't want to obey. Иисус не хотел подчиняться. Иисус на самом деле истинный человек. There was something inside of him that made him dread the cross. И что-то внутри него заставляло его бояться Христа. Right? We can understand maybe why he didn't want to go ahead, why he wanted to escape. Мы можем понять, почему он не хотел идти вперед, почему он хотел сбежать. He asked for a way out. He says, if it's possible. Но он просит, и мы видим, что он здесь просит другой выход, и говорит, если это возможно. But then he adds after that, not my will, but thy will be done. Но в конце концов все-таки следует фраза, не моя воля, но твоя да будет. I think this scene with Jesus should be a great help to us. Мне кажется, что вот эти переживания Иисуса, они очень помогают нам. Right? If we ever feel this fight within us, it helps us to be able to deal with it.
мы видим, что даже Иисус имел вот эту моменты борьбы с самим собой, да, внутри. И раз у него это было, то нам помогает это в нашей жизни, потому что у нас происходит часто. If Jesus hadn't gone through this fight of dealing with his will, he wouldn't really be able to sympathize with me or empathize with me or understand me when this happens in my life. Если бы он никогда не чувствовал вот этого расхождения своей воли и воли отцовской, то он никогда бы не посочувствовал нам с вами. This happens to us too. This happens to me, it probably happens to you. Потому что такое с нами случается очень часто, ну, по крайней мере, со мной точно такое случается. Я думаю, что у вас тоже бывают такие моменты. His human side didn't want to do what the Father wanted him to do. Иисус не хотел делать того, что Отец хотел от него. In a way, he had to compel himself to go on. И он должен был заставить себя продолжать делать то, что нужно было. And he did this by casting himself on the Father's enabling strength. И он сделал это, заново доверившись могущественной силе своего Отца. You know, there's of course some mystery in the fact that Jesus is truly God and he's truly man. В том, что Иисус был истинным Богом и истинным человеком, есть какая-то тайна. And somehow Jesus, while being God, suffered and struggled just the same way that each one of us do. Каким-то образом Иисус, будучи Богом, страдал так же и боролся так же, как мы с вами. But he overcame. Но он победил. And this is a big help for us. И я вижу здесь огромную помощь для нас. Because we all struggle with following the will of God. Потому что мы достаточно часто боремся с волей Божьей. And we all need to pray, not my will, but your will be done. И нам нужно молиться, не моя воля, но твоя пусть будет. We need to pray that God gives us strength to set our own will aside and to seek to do his will. Нам нужно молиться, чтобы Бог дал нам силы отказаться от своей воли и стремиться исполнять Его волю. Because there will come a time in your life when you don't want to do what God tells you to do. Придет момент, когда, что бы ни говорило вам Слово Божье, вы не захотите повиноваться. It happens to all of us. И это случается время от времени со всеми нами. The old self inside of you cries out in opposition to the will of God. Старое «я» внутри нас вопиет против воли Бога. And so then what do? И что мы делаем в таком случае? How do we respond to this? Как мы ответим на это? We respond the same way that Jesus did in his example here. Нам нужно ответить так, как сам Иисус показал нам своим примером. We throw ourselves upon the grace and the mercy of God. Мы отдаем себя на милость и благодать Божью. And we know that God will give us strength, the strength that we need during these times of struggle. Зная, что Он поможет нам в наши времена величайшей нужды и борьбы. Let's move on to verses 37 through 42. Давайте мы с вами пойдем дальше. С 37 по 42 стих прочитаем. Возвращается и находит их спящими. Говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать 1 час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился и сказал то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в 3-й раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час, вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». This is great. Peter, the big talker, the one ready to follow Jesus to the end. He can't even stay awake while Jesus prays. Вот мы в этом эпизоде видим Петра, такого великого воина, который только что этим так хвалился, да, говорил, что будет следовать за Иисусом до конца, и он не может даже не поспать, пободрствовать, пока Иисус молится. All of his strong will, all of his resolve has just disappeared, and instead of watching and praying, as Jesus told him, Peter and the others are napping. Вся его огромная решимость и сила воли будто растворились, и вместо того, чтобы смотреть в оба и молиться, Петр и другие ученики дремлют.
in Jesus' time of his greatest need, they can't even stay awake. Даже во времена величайших страданий и печали Иисуса они не могут бодрствовать. And Jesus returns and he finds them sleeping. There's almost even a touch of humor here, right? Вот Иисус несколько раз возвращается, а они опять спят. То есть даже какой-то вот печальный юмор здесь. When he has to wake up and say, you couldn't even stay awake for an hour? И он так будет, и вопрос такой, ты спать-то не мог не спать хотя бы часов. That shows me your strong determination, right? Your will to follow me to the end. You can't even stay awake. Куда же делась вся твоя решимость, когда ты не можешь продержаться даже час? Then he goes on to explain why Peter can't do it. He says, the spirit is willing, but your heart is willing, but your body isn't, right? The flesh is weak. А затем Иисус сам объясняет, почему Петр не смог этого сделать. Он как бы говорит, Дух желает, Петр, я знаю твое сердце, я знаю, что ты любишь меня, твой Дух полностью готов, но ты полагаешься на свою плоть. Вот слова. Oftentimes we get to this point too, where our spirit is willing, but our flesh is weak. Our flesh is on vacation. И у нас это тоже достаточно часто происходит, да, когда наш дух Our flesh is weak. It's kind of on vacation, right? Когда дух хочет одного, плоть другого, и получается, что мы в очень плохой ситуации. And so Jesus says that this is the nature of your flesh. И Иисус говорит, что такова природа нашей плоти. Right? It's the nature of our sense of independence and our self-confidence that in our hour of testing it fails. Это человеческое чувство независимости, наша уверенность в себе всегда слаба в час испытаний. Right? So Jesus tells Peter, he says, the solution to your problem, Peter, is prayer. То есть сама плоть сама по себе, она всегда терпит неудачу. Так? Иисус дает анализ проблемы Петра. Peter should have cast himself at the feet of the Father and asked him for strength, and that would have seen him through this time. Петру надо было обращаться к Отцу, броситься к Его ногам, рассказать Ему о своей проблеме. Right? Jesus points out this fact to Peter. И Иисус указывает Петру на это. Notice in verse 34, Jesus said, stay here and keep watch. В 34 стихе Иисус говорит, останьтесь здесь и бодрствуйте. In verse 38, after he returns, and he finds them sleeping, he says, watch and pray. А в 38, когда он возвращается, а они спят, он снова говорит, бодрствуйте, прибавляет, и молитесь. And why? Why? So you don't fall into temptation. Для чего? Потому что так вы не впадете в искушение. It's not enough to watch for temptation. We also need to pray. Для того, чтобы остерегаться искушений, нам недостаточно просто наблюдать за ними, нам нужно молиться. We need to ask God for help. Нам нужно просить Бога о помощи. It's our weakness really that is our security, not our strength. Наша безопасность – это наша слабость, а не наша сила. That's why it's not always very impressive when someone tells you all the great things they plan to do for the kingdom, right? Почему меня не очень впечатляет, когда люди рассказывают мне, сколько много замечательных дел они собираются сделать для Бога. Especially when they're so confident that they're going to succeed and they're going to carry it all through. Особенно, если они очень уверены в том, что они смогут это осуществить. It seems the greatest accomplishments for God's kingdom are made by people who say, I'm scared. I don't think I can do this. Мне кажется, что самые великие достижения в Царстве Божьем достигаются теми людьми, которые говорят, я боюсь, я думаю, что не смогу это сделать. But then these people, they move forward and they say, I'm going to do this because God tells me to, and I trust God to strengthen me and to empower me. Но я попробую, потому что Бог велит мне это сделать. И потом эти люди идут к Богу для того, чтобы Он укреплял их и давал им силу. And that's the transformational power of prayer. И в этом заключается преобразующая сила молитвы. It makes the weak people strong.
Она делает слабых людей сильными. It makes the meek people bold. Она делает кротких людей смелыми. It allows us to accomplish great things for God that we could never do on our own. Она позволяет нам совершать для Бога великие дела, которые мы никогда бы не могли сделать в одиночку. I've always wanted to go to the cathedral in Worms, Germany, and see the spot where Martin Luther stood and gave his final words. Мне всегда хотелось посетить тот самый собор в Германии, в Вормсе, где стоял один против всех Мартин Лютер. I should say maybe not his final words, but his words that began the Reformation. Побывать там, где он сказал свои знаменитые слова, с которых началась реформация. All the greatest powers in Europe were gathered in this one place against Martin Luther. В этом месте собрались все силы Европы против одного Мартина Лютера. The emperor was there, the papal delegates, the bishops, the archbishops, all the powers of the church were there gathered against this one man. Римский император был там, папские посланцы, епископы и архиепископы всех католических королевств Европы. Он был один. And they told him to recant his teaching. И ему было сказано отречься от своего учения. And he said, "Can I have a night to pray about it?" И Лютер попросил ночь для того, чтобы помолиться об этом. And that night, he spent the whole night in prayer. И всю эту ночь он провел в молитве. And again, he threw himself upon the mercy of God and asked God for the strength to do what he needed to do. Снова и снова он просил Бога, принося все свои победы, проблемы и сомнения к его ногам, просил Бога о помощи. Luther knew he couldn't rely upon himself. He knew he couldn't rely upon the German princes. He could only rely upon God. Лютер знал, что он не может полагаться сам на себя. Он знал, что он не может полагаться на князей германского государства. Он знал, что может полагаться только на Бога. And so the next day, when he was told again he must recant, he said his famous words that say, "Unless someone can show me from the books and from the Holy Scripture the error of my thinking, I will not and cannot recant. Here I stand. I can do no other. God help me." И на следующий день он получил эту силу стать перед этими своими противниками и твердо им заявить: пока кто-то не покажет мне на основании этих книг и Священного Писания ошибку в моем рассуждении, я не отрекусь. На том стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог. And that day, Luther was condemned by the church as a heretic. И в тот день Лютера осудили как еретика. But also on that day, the light of the Reformation began to shine throughout all of Europe. Но также в тот день свет реформации засиял по всей Европе. Strength is one thing that prayer provides. Молитва дает силу. And that's what Gethsemane teaches us. Именно в этом урок Гефсиманского сада. Jesus prayed when his flesh failed. Иисус молился в тот момент, когда его плоть уже не выдерживала. And even though he literally sweated drops of blood, he stood firm and did the will of the Father. И хотя по его лицу струился кровавый пот, он стоял твердо и исполнил волю Отца. And meanwhile, Peter slept. А тем временем Петр спал. Until finally Jesus woke them up one final time, because the hour for him to be betrayed had come. Пока наконец Иисус не разбудил его и учеников в последний раз, потому что настал час предательства. Verses 43 through 50. Читаем с 43 по 50 стихи. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников, книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И придя, тотчас подошел к нему и говорит: Рави, Рави, и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же стоявший тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня.
Но да сбудутся Писания. Тогда, оставив его, все бежали. And in this passage we see the famous kiss of Judas. В этом отрывке мы видим тот самый поцелуй Иуды. It's interesting, in verse number 44, Mark uses this normal word for kiss, which is just phideo. В 44 стихе интересно, что Марк использует обычное слово для поцелуя, слово филио. That's when Judas makes this arrangement that the one I kiss will be the one you're looking for, right? То есть, когда Иуда устраивает все, говорит про священникам, да, тот, кого я поцелую, здесь у нас появляется слово филио. But when Judas actually kisses Jesus, Mark uses a emphasized form of this word. Но когда уже Иуда целует Иисуса, дальше в 45 стихе, тут Марк использует усиленную форму катафилио. And this word means really to kiss someone tenderly or earnestly. То есть если филио было просто любить, то катафилио — это целовать нежно или искренне. So I don't think there's anything more treacherous and more worse than this kiss of Judas, a long, loving act, right? But a one that betrayed Christ to his enemies. И мне кажется, что во всей этой истории есть что-то ужасное и отвратительное, да, вот этот поцелуй Иуды, преднамеренный, продолжительный, притворяющийся любящим, да, поступок, но совершенный с холодной решимостью для достижения своей ужасной цели. And Peter again, he's awake again, and he has regained his resolve, and he jumps to the aid of Jesus. А что же Петр? Он наконец-то проснулся и бросился изо всех сил защищать Иисуса. Now he takes it upon himself to protect Jesus from his would-be arresters. Right? And John, the book of John gives us a little bit more detail about this. Поскольку Петр обещал же защищать Иисуса, вот он, значит, он бросается его защищать. И Евангелие от Иоанна дает нам еще более подробные сведения об этом моменте, 18 глава, 10 стих. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малах. So Peter grabs a sword, and as the priests and the soldiers move in on Jesus, he starts slashing away, right? Итак, Петр хватает меч, когда священники и солдаты приближаются к Иисусу, он просто рубит на помощь. Peter's a fisherman, not a soldier, and so his aim's so bad he manages to cut off somebody's ear. Но поскольку Петр рыбак, а не солдат, то он не достигает своей цели, только лишь отрезал ухо первому попавшемуся слуге. And even now, after Jesus has continually told them what the plan is, the disciples continue to resist the plan. Даже сейчас, когда Иисус уже объяснил своим ученикам, что пришло его время, ученики продолжают сопротивляться Божьему плану. Но Иисус остается спокойным. The other gospel accounts tell us that he told Peter to put his sword away, and he healed the ear of the priest's servant. В других евангельских рассказах говорится, что он велел Петру убрать меч и исцелил ухо слуги первосвященника. And then Jesus goes on to point out how absurd this arrest is. Затем Иисус говорит пришедшим об абсурдности своего ареста. Men with clubs and swords have come to a secret place in the middle of the night to arrest an unarmed rabbi. Он говорит, что все вот эти мужчины с дубинками и мечами пришли посреди ночи в секретное место, чтобы арестовать безоружного раввина. They wanted to arrest him in a lawful manner. They should have done it respectfully, and they should have done it in public. Если бы они хотели арестовать Иисуса законным образом, им следовало бы это сделать публично и уважительно. Jesus hasn't been hiding. Ведь Иисус не скрывался. He's not running with a gang of thugs. Он не возглавлял банду вооруженных головорезов. He's been teaching in the temple courts every day. Он преподавал каждый день в храмовых дворах. And any legitimate arrest should have taken place there. И любой законный арест должен был именно там произойти. But finally, as we see, this arrest does occur, and as it takes place, the disciples desert him. В конце концов, когда происходит арест, ученики покидают Иисуса.
they all forsook him. Все оставили его. And I think that means that even after 3.5 years, all of their confidence that Jesus was the Messiah had left them. И я уверен, что это означает, что в тот момент, по прошествии даже 3,5 лет, проведенных с Иисусом, вся уверенность учеников в том, что Иисус был Мессией, их покинула. They see him now as nothing but a man. Теперь они видят, что он всего лишь человек. His willingness to give himself over without any resistance, without any fight, has taken away their belief that this is the Messiah. И его готовность безо всякого сопротивления сдаться врагам, его отказ защищаться, равносилен в их глазах отказом быть Мессией. Now in their minds, it's every man for himself, and so they all take off and run. И в их разумении теперь каждый сам за себя, и они бегут. If we think about Luke's account of the resurrection, remember there are 2 disciples walking along the road to Emmaus. Давайте вспомним рассказ о дороге в Эмаус из Евангелия от Луки. Да, идут 2 ученика по дороге, вот появляется незнакомец, начинает обсуждать с ними события, происшедшие в Иерусалиме. Right, so a stranger appears, it's a man that they don't recognize, and they start talking to him about these events that had taken place in Jerusalem, right? И они этого человека не узнают. They say to him concerning Jesus, we had hoped, right? Notice the past tense, that he was the one who would redeem Israel. Они рассказали ему об Иисусе из Назарета и говорят, мы надеялись, в прошедшем времени, да? Мы надеялись, что он будет тем, кто искупит Израиль. Notice at this point their hope was gone and they had fled. They forsook him and they fled. То есть вот эти слова показывают на то, что надежда их на тот момент исчезла, поэтому они оставили Иисуса и бежали. Right? And so this striking of the shepherd results in the scattering of the sheep. Когда поражен пастырь, то овцы рассеиваются. There's an interesting kind of postscript to this account that Mark gives us in verses 51 and 52. И Марк в своем Евангелии добавляет к стихам 51-52 небольшой паскриптум, который нам бы не хотелось пропустить. Прочитаем. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Now, it's generally agreed by scholars and people that this young man is Mark himself. Все ученые, изучающие Библию, сходятся во мнении, что этот молодой человек сам евангелист Марк. It's Mark's way of saying, I was there. Таким образом, Марк как бы говорит, я был там. Mark says, that night I followed Jesus, and in the confusion and everything that happened, they tried to grab me, and I escaped. В ту ночь я последовал за Иисусом, говорит Марк, как будто бы, да, но в смятении и внезапности вот этого ареста, когда на меня наложили руки, я сбежал и даже потерял одежду. And so Mark is saying, I was there. And this explains how Mark got the account of what happened in Gethsemane. То есть Марк говорит, что он присутствовал, сам видел все эти события, что он был в Гефсимании. И это объясняет то, как он узнал все эти сведения. Because none of the disciples would have seen all of these things that happened. Потому что никто из учеников не мог этого знать. 8 of them had been left behind. 8 из них находились в другой части сада, на некотором расстоянии от Иисуса. And the 3 of them, Peter, James, and John, had fallen asleep. 3 из них, самые близкие ученики, были рядом с Иисусом, но не крепко спали. So they probably wouldn't have heard the crying and the prayers. То есть они не могли слушать ни плач, ни молитвы Иисуса. They wouldn't have seen the angel come and minister to Jesus. Они не видели ангела, который пришел служить ему. But somebody was watching. Ну, кто-то это все видел. Right, this certain young man was watching the whole thing, and he gave us the story. Один молодой человек наблюдал за всем этим, и он же рассказал нам эту историю. And he gave us this story so that we can have hope in the hour of our own Gethsemane. Он рассказал нам эту историю, чтобы мы имели надежду в час нашей собственной Гефсимании.
During those times when we feel we don't want to do what God tells us to do. В те времена, когда мы чувствуем, что не хотим делать то, что Бог говорит нам делать. During those times when we're confident we can work things out on our own strength. В те времена, когда мы уверены, что можем решить все своими собственными силами. During those times when we're overwhelmed by the sorrows and the difficulties of living in this fallen world. В те времена, когда нас переполняют печали и трудности жизни в этом падшем мире. During those times we can look at Mark's account of what happened in Gethsemane that night. В такие времена мы можем обратиться к рассказу Марка о том, что произошло той ночью в Гефсимании. And when we do, we'll be reminded to go to God in prayer. Когда мы это сделаем, нам напомнят: пойди к Богу с молитвой. Go to the throne of grace and lay your burdens at God's feet, because there you'll find mercy and grace to help you in the time of need. Идите к Богу, идите к престолу благодати и возложите свое бремя к Его ногам, потому что там вы найдете милость и благодать, которые помогут вам в трудную минуту. Аминь.